Всем привет, мои дорогие подписчики. Спасибо большое, что продолжаете подписываться на мой канал, смотрите меня, смотрите нашу жизнь, знакомитесь с нашей жизнью, пишите свои комментарии. Всем большое спасибо за это. Сегодня я поговорю на такую тему, вернее расскажу одну историю, которая у нас происходит уже на протяжении, ну, можно сказать, с того момента, как мы переехали сюда, то есть уже больше, чем полгода, месяцев 8, как мы здесь живем. Вот. И, в принципе, у нас как бы наша жизнь течет сама по себе, но это периодически внедряется в нашу жизнь. Нас это затронуло, можно сказать, уже 3 раза. Как говорят, Бог любит троицу. Вчера это произошло в 3-й раз. Нам пришлось вызвать полицию. Именно хочу сказать, что пришлось. Вот. В общем, давайте все по порядку. Что же у нас такое случилось вообще? С чем это связано, что нам пришлось вызывать полицию? А, Как-то в своих роликах я уже частично говорила о том, что, ну, нам не повезло. У нас квартира наша в нашем доме, в хорошем доме. Мне очень нравится наш дом, нравится наша квартира, и город Ниш мне тоже очень нравится. И, что немаловажно, сербы мне тоже очень нравятся, очень хорошие люди. Но нам не повезло, что наши окна из нашей квартиры выходят на дом, вот здесь вот, частный дом, в котором живут пожилые муж и жена. Им, жене точно 68 лет, мужу не знаю, примерно так же. Вот. И эта история, в общем-то, началась еще, частично нас затронула тогда, когда мы приобрели нашу квартиру. Это было практически еще 3 года назад. Переехали мы сюда, как я уже сказала, почти год назад. Вот. И когда мы ее купили, мы шли как-то обратно по улице, и вдруг эта женщина из этого дома подбежала к нам и стала на нас кричать. Тогда мы еще совсем не знали сербский язык. То есть дом этот был, в нем продавались уже квартиры, люди здесь еще не жили, просто он был уже построен, и квартиры в нем продавались. Мы здесь уже приобрели квартиру, и вдруг эта соседка подбегает к нам и начинает кричать: «Кыш, кыш отсюда, кыш!» Ну, мы с сыном так переглянулись вообще, типа, что происходит? Вот, пытаемся ей сказать, что в чем проблема? Мы здесь купили квартиру. Она продолжает махать на нас руками, кричать «кыш, кыш». То есть первое наше знакомство с этим человеком было такое. Мы поняли, что там явно что-то не в порядке, ну, в поведении, давайте так скажем, в поведении человека. Вот. Потом за нами ехала машина нашего застройщика, потому что он как раз нас привозил показать эту квартиру, передал нам ключи. Вот. И он ехал за нами, получается, потому что мы сказали, что нас не нужно подвозить, мы пойдем окрестности посмотрим. Вот. И он, значит, увидел, что эта женщина к нам подбежала, стала кричать там что-то кыш-кыш. И мы видим уже такую ситуацию, что застройщик выходит из машины, подходит к ней, она начинает кричать: «Криминал, криминал!» Он говорит: «Где криминал? Что не так?» В общем, мы видим такую картину. Конечно, меня это немножко насторожило. Думаю, блин, а вдруг действительно что-то дело нечистое, как-нибудь дом построен без документов, еще что-то. Но мы знали, что вроде бы все хорошо. А, Конечно же, в другой стране нельзя быть, да и в России нельзя быть уверенным никогда в том, что все чисто по квартирам, когда они продаются. Давайте так. Вот, поэтому, конечно, меня это немножко напрягло, но я знала точно, что в этом доме продавались квартиры в ипотеку. Это самый явный показатель того, что дом чистый, с документами все хорошо у него, с квартирами все хорошо, то есть нет никаких нарушений. Потому что несколько квартир точно были проданы в ипотеку, я это знала точно. Вот, я знала также, что мы официально купили, что дом сдан, что документы, которые необходимы, все были прописаны в договоре, то есть это собственность на землю и так далее. То есть ам, появились какие-то сомнения, но они такие были размытые совсем.
Вот, больше было похоже на то, что человек себя как-то ведет неадекватно. Конечно, мне это не понравилось, потому что она являлась нашей соседкой, прям вот наши окна выходят на ее дом, на ее участок. Но потом мы уехали в Россию еще на целых 2 года, как-то все это забылось. И вот когда мы переехали сюда уже жить окончательно в Сербию, вот, это поведение неадекватное этой женщины дало о себе знать. Мы с ней столкнулись, получается, уже 3 раза. Как я уже сказала, выглядело это следующим образом. А, Участок, который находится под нашими окнами, по периметру нашей квартиры, туда дальше, он не заасфальтирован. Все остальное заасфальтировано. Почему? То есть мы знали только ту информацию, которую нам сказал застройщик. Он сказал, что эта женщина занимает своим участком на 1,5 метра больше, чем ей положено по документам. И когда я хочу заасфальтировать здесь и поставить забор, она это просто не дает сделать. Тогда я подал на нее в суд, чтобы в судебном порядке мне дали поставить забор и заасфальтировать эту землю, оставшуюся вокруг дома. Вот. В Сербии, как выяснилось в последнее время, суды тянутся очень долго. То есть я как-то рассказывала на своем канале о том, что у нас в Крыму, когда была квартира, мы ее продали и по так называемому херсонскому сертификату, и деньги нам не были выплачены. Я сейчас не буду на этом заострять внимание, я могу это рассказать вообще в отдельном видео. Но там для того, чтобы мы вернули себе обратно квартиру, то есть право собственности перешло, а деньги мы не получили, для того, чтобы вернуть ее обратно, нам пришлось подавать в суд, через суд. Все это тянулось, судебное, даже я бы не сказала разбирательство. То есть, в принципе, там что-то переложили, перенесли на какой-то срок, кто-то ушел в отпуск, кто-то еще там заболел из судей. То есть, в результате все это под какими-то причинами, все это тянулось год. Мне казалось это безумно долго. Но, как выяснилось, по сравнению с Сербией, это не так уж и долго. То есть через год мы вернули свою квартиру, собственность в Крыму, потом мы ее уже продали по-нормальному все. Вот. Но тот год, который мне казался занял на суды в России, мне казалось это очень долго. Оказалось, что Сербия, а, когда наш застройщик подал на нее в суд, а, прошло уже почти 4 года. Вот. И пока, как бы результаты таковы, что суд прошел, да, в пользу застройщика, конечно же. Ам, но есть такая фишка, которая и в России, и в Сербии происходит, так называемая апелляция. И эта женщина подала, муж там или она, я не знаю, чего имени они это все делают. Меня это, в принципе, не должно волновать. Я а, по закону приобрела здесь квартиру, и судится застройщик, а не я, с этой женщиной. Поэтому, по идее, меня это не должно волновать. Но так как мои окна выходят прям вот сюда, и я с ней сталкиваюсь постоянно, и она себя ведет, я сейчас расскажу как, поэтому, конечно же, меня это коснулось тоже. Было подано еще 4 года назад, суд прошел несколько месяцев назад, присуждено было в пользу застройщика нашего, но эти люди подают апелляцию. Сколько это теперь еще продлится лет, я не знаю, эта апелляция. Очень мне хочется верить, что это будет не очень долго, но каким образом меня это сильно затронуло? Тем, что я не обладала этой информацией. Мы ждали, когда пройдет суд, застройщик заасфальтирует, он нам обещал, что это произойдет в этом году, весной. И я покупала саженцы, которые я хотела высадить. И я у него спросила, когда все это закончится, когда можно будет посадить. Он сказал, весной. Подождите до весны. Окей. Я приобрела весной саженцы и пишу ему, спрашиваю, я могу сейчас у себя под своими окнами высадить эти саженцы, там розы. Вот. Он сказал, да. И я пошла со спокойной душой высаживать. То есть я не обладала какой-то еще информацией, что после суда еще они подали на апелляцию, и тоже какое-то время все это должно пройти. То есть получается, что по факту даже то, что суд уже вынес положительное решение в пользу застройщика, они подали на апелляцию. То есть считается, что земля еще ничья, спорная.
Но я не знала этого. И я вышла и посадила, успела посадить 3 саженца, 2 малины и розу. Какими трудами нам это далось, тоже уже сказала, очень тяжело, потому что, как выяснилось, там нет абсолютно земли, и нам пришлось просто вот эту смесь с камнями сыну выкапывать, и мы меняли на другую землю, приносили ее с другого места, где хорошая земля, и покупали землю для посадки растений специально, засыпали новую, то есть полностью меняли в этой ямке землю, чтобы растение могло прижиться. Вот таким образом мы смогли посадить 3 растения, после чего произошла следующая ситуация. Появилась эта женщина, м, стала на нас кричать, маты, ам, что-то там еще орать, кыш отсюда пошли, и все в таком духе. Вот, после чего, ну, как бы, я не понимая, что вообще происходит, нам застройщик дал добро, а я знала, что она психическая. Застройщик уже не раз говорил, что, ну, скажем так, а он откровенно ее называет сумасшедшей женщиной. Но я думала, что это скорее как вот, ну, просто вот они судятся, да, и поэтому, ну, сумасшедшая, типа. Вот, я потом скажу, что он все-таки имел в виду. В общем, ситуация такая. Она выскакивает, орет маты, потом просто начинает подбирать камни, кидать их в нас. Ну, камни такие вот, не маленькие. Вот, естественно, мы отбежали. То есть мы не понимаем, что происходит, пишем застройщику. А в чем проблема вообще? Выскочила какая-то ненормальная женщина и стала кидать в нас камни. Он пишет: к сожалению, я ничем не могу помочь, потому что только тогда, когда я поставлю забор, вас отделю от этой ненормальной, только тогда, когда закончится суд, вот эта апелляция, то есть только после этого мы уже знали, что еще идет апелляция. Сколько она там будет идти, это не знаю вообще, наверное, тоже еще несколько лет. Вот, но тогда другой вопрос, почему он все-таки сказал, что можно, не знаю. В общем, ему, конечно, правильно было бы поступить, чтобы нас не подставлять, тоже сказать, что нет, пока нельзя сажать. Вот, ну, видимо, он решил так, типа, пускай сами расхлебывают. Вот, и как бы мы расхлебываем. Но, конечно же, он не открестился, он как может помогает, то есть он сказал, что посоветовал нам вызвать полицию, написать заявление на нее, чтобы она себя так больше не вела, потому что весь дом знает о том, что она просто сумасшедшая, все вот так вот пальцем крутят, говорят, не обращайте внимания, не вступайте с ней в перепалку, но я понимаю, что все остальные соседи спокойно живут, потому что они выше этажами находятся, а у них на другую сторону окна выходят, а мы непосредственно находимся прямо перед нею. Когда она видит, я подхожу к окну просто, и она вот стоит там в 5 метрах от меня, она может стоять и смотреть в окна. Она может начать орать, мне махать руками. В общем, это, конечно же, неадекватная реакция, и мне это абсолютно не нравится. Поэтому я не могла совсем с этим смириться, просто не обращать внимания. Вот. И для меня встал такой вопрос. Во-первых, никто не имеет права кидать в меня камни, а если бы попал камень в меня или в моего сына? Это вопрос безопасности в первую очередь. Во-вторых, никто не имеет права меня оскорблять, поэтому терпеть просто и молчать я тоже не собиралась. В-третьих, так как эта территория как бы пока еще ничейная, пока все это не закончилось, все вот это вот, все это судебности вот эти все, то она, естественно, зарастает сорняком, который в человеческий рост, и оттуда по весне начинают лететь мошки, комары. Потом, когда все это высыхает, летит какая-то пыльца, вот эти сухоцветы начинают ветром гонять, и все это летит, вот это все у меня перед окнами, летит мне в квартиру. У меня вот в моей комнате, комната кухня, да, аж 3 окна, то есть 2 окна и большая дверь на террасу. А когда тепло, то, конечно же, они у меня все открыты, и все это вот летит мне в квартиру. У меня есть определенные проблемы с закладыванием носа, в общем-то, что-то аллергическое, поэтому мне это не нужно абсолютно.
Когда я написала об этом застройщику, что вы могли бы хотя бы покосить, он сказал, что, ну, в общем, слился, сказал нет. Потом я подняла этот вопрос, когда у нас было собрание общедомовое. Мы обсуждали там, что повесить камеры нужно, сделать освещение и так далее. Все прекрасно, но от меня, у меня другая проблема. То есть никому это не нужно, конечно, никому этот участок не мешает, но он мешает мне. И поэтому я задала такой вопрос. Можем ли мы, хотя бы мы, можем заплатить, чтобы у нас покосили здесь кому-то? И в общем, я поняла, что все обладают этой информацией, только мы не знали этого. И на нас управляющий дома так посмотрел м, и сказал, что да, Иван скоро закатает все здесь асфальтом, сделает все. Но это скоро, естественно, что это было лукавство. Это будет, конечно же, не скоро, как сейчас выяснилось, когда эти суды все закончатся уже. Суд закончился, слава богу, что там все хорошо, но они подали апелляцию. В общем, теперь об этих людях немножко. А, Я, не понимая ситуации, что происходит, конечно, думала, а вдруг действительно это была их земля, как-то у них забрали, там еще что-то. Но нет, оказалось все намного проще. Эта земля никогда не принадлежала им, просто у них дом стоял всегда здесь крайний, и здесь был пустырь. И они считали, просто считали у себя в голове, что это тоже их земля, они могут ей пользоваться и так далее. Это не было узаконено, этого нет нигде в документах вообще. Они свой-то дом, оказывается, совсем недавно внесли в кадастр, он даже их дом не был. Ну, там такой дом, конечно, недостроенный вообще, полуразваленный. Участок у них очень грязный, захламленный по сравнению с другими домами, которые стоят рядом, где просто дизайнерски оформлен участок и все красиво. То есть это такие люди, которые, по сути, не занимаются ни своим домом, ни своим участком. Там у них очень грязно захламлено. Вот, но при этом они еще хотят еще землю. Но, как оказалось, как я это поняла, никакая земля им не нужна. Они просто по максимуму мотают нервы тем людям, которые здесь купили квартиру. Так как им в принципе не нравится, что здесь рядом с ними построили многоквартирный дом. Дом у нас, ну, это по русским меркам, это, можно сказать, не многоквартирный дом, потому что 16 квартир всего лишь в нашем доме. То есть в Сербии не строят огромные дома. Это в основном такие кубики, одноподъездные. Вот у нас 4 этажа, то есть 16 квартир, соответственно. И люди, понимая, что у них нет никаких прав на эту землю, ну просто им не нравится, что здесь поставили дом. Кстати, после нашего дома здесь было еще построено 2 дома уже сданы. И вот в улице еще строится дом. То есть здесь потихонечку расстраивается микрорайон. И эта женщина, там муж, могу сказать, тоже он орет, но он более адекватный, чем она. Она совсем. Вот. И, в общем, эти люди решили, что их это не устраивает, и вот так они забавят себя, пока могут, пока не закончатся вот эти вот суды, апелляция, пока могут, имеют такую возможность, они себя таким образом забавят, тешат, чтобы мешать жить другим людям, которые здесь живут в этом доме. И все это происходит, конечно же, очень по-хамски, очень грубо, матюки, камни. Ну, я бы назвала это просто беспредел, такой старческий беспредел. Вот. Ам, До последнего момента, до вчерашнего дня я не понимала, у меня пазл, ну, никак не складывался, и я не понимала, как, в стране, где люди, я вижу, что очень, хорошие, дружелюбно настроенные, адекватные. То есть мне очень приятно общаться. У нас шикарные все соседи по нашему дому. Очень хорошие люди. Мы познакомились со всеми соседями. Там какие-то семена я там отдавала уже, вот то, что я привезла из России. Меня угостили закатками, вареньями, малиновым сиропом. В общем, обмен такой, чейндж произошел.
с другими людьми я знакома. Люди прекрасные. Я, к сожалению, пока еще не полностью запоминаю имена, мне надо прям записывать, потому что мне скажут, и я могу тут же забыть. Еще не привыкла к сербским именам. Вот. А так я вижу, что люди прекрасные у нас соседи. Но вдруг оказались вот такие вот просто ужасные люди, которые ведут себя неадекватно. И до вчерашнего дня я просто не понимала. У меня какое-то даже немножко разочарование, что ли, уже наступало. Думаю, как так вообще? Ну, даже если у вас проходят суды, ну, не превращайся не в человека. Это же можно все цивилизованно сделать. Нельзя же опускаться настолько, чтобы оскорблять, кидать людей камни, даже если это что-то спорное. Вот. Но вчера пазл сложился. В общем, первый раз она кидала в нас камни, застройщик посоветовал нам написать заявление в полицию, но мы пошли туда, в полицию, и когда проходили, я уже рассказывала как-то в своем ролике, в одном уже обмолвилась об этом, мы зашли по дороге в церковь, и, видимо, церковь на меня так подействовала, что когда мы вышли оттуда, я сказала: Никит, давай не будем пока писать, не пойдем в полицию писать пока заявление на них. Ну, может быть, все обойдется, может, они успокоятся. Вот. Мне не хотелось всего этого обострения, потому что я, в принципе, человек мирный, но я могу за себя постоять. Вот. И никому не позволю себя обижать, оскорблять как-то. Вот. То есть мы не написали заявление. Второй раз, когда произошла такая же ситуация, я вышла из дома и подошла к своей террасе. Вообще никогда в жизни не подходила к ее балкону, к своей террасе. И сажала в кашпо, такое на ножке, розы. Вот. Она выскочила с лопатой. Вот у нас много даже записей на телефон, как она себя вела. И в тот раз, и потом. Вот. Она даже не обращает внимания на телефон, ей вообще без разницы. И мы записали, и кусочек я все-таки думала, выкладывать, не выкладывать на YouTube. Я все-таки решила, чтобы не быть голословной, я выложу небольшой кусочек, но там все это дело замажу, то есть лица не будет видно абсолютно. А, Просто для того, чтобы вы понимали, как человек себя ведет. Алло, алло, šta radiš tu? Šta radiš tu? Beži odatle! Живу тут. Beži odatle, brzo! Brzo! Brzo, 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 da ne dođe da sve podržaš. Ajde, beži! Šta radite? Beži, beži, beži! Jel vidiš, nama su kriminalci zauzeli ovaj plac. Naše do ovde, vidiš i kako je. Zato ovo nije asfaltirano, ajde. Beži s ove stvari, ajde. Beži, 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 ajde. Ajde, beži! Beži, nosi to odatle. Šta radite? Radim to što to je naše. Izlazite od naše kuće. Izlazite To odakle. je vaša kuća. Ovdje je. Ovde, pa uđi u kuću. Hoće Uđi. da vidimo i u kuću da Uđi ništa da kuće. budeš. Uđi kuće. Nećeš ni u kuću da budeš. Jel do ovde je naše, vidiš li? Полицию вызову. Šta? Полицию вызову. To je kriminalac. Znaš li šta je kriminalac? Odakle ste vi? Iz Rusije ili iz Ukrajinu? Odakle ste? Nije važno. Pa neka ide kod Zelenskog ili kod ovog načelnika katastra i gradonačelnica, ona što je po sudovi i šta ja znam gde je sve. A bre ulaze, pa oni su svi kao i ovi ovde. Jao. Я зовем полицию. Zovi В общем, вторая ситуация сложилась тогда, когда я пересаживала розы у себя под террасой, возле террасы. Она выбежала, перелезла через свой забор, перемахнула. Человеку почти 70 лет, она чуть-чуть моложе моей мамы. Вот, очень резко она так перемахнула через забор и побежала на меня с лопатой. Честно, я не знаю, чем бы ситуация закончилась, но в этот момент подъехал из нашего дома сосед, припарковал здесь машину, увидел эту ситуацию. Да, она подбежала и толкнула это кашпо, в которое я уже посадила розу, рассыпала эту землю, розу, в общем, кашпо упало, естественно.
Я не понимаю вообще еще, пока что не понимаю, что она за человек. Я, естественно, просто стояла на нее, смотрела и была просто в ужасе вообще, что происходит. Этот наш сосед, мужчина, подбежал к ней, забрал эту лопату и просто через забор перекинул ее обратно им в огород и стал ее прогонять. Сказал, уходи у свою кучу и так далее, в свой дом. Вот, в общем, вот такая произошла ситуация. Но она там орала просто на всех, криминальцы все. Мы криминальцы, потому что купили в этом доме квартиру. Криминалец застройщик, криминальцы кадастр, криминальцы полиция, криминальцы градоначальник. В общем, все у нее криминальцы. Одна она нормальная, вот, как она считает. И даже звучали такие фразы: «Ты откуда приехала? Из России, из Украины?» Ну, она понимает, что я плохо разговариваю по-сербски. Вот, я говорю: «Какое твое дело?» И дед более адекватный, он ей кричит: «Замолчи, это не твое дело», ей кричит. Она продолжает, говорит: «Уезжай к самому Зеленскому». В общем, несмотря на то, что я приехала из России, меня эта женщинка послала к Зеленскому. В общем, ну, это сейчас смешно, тогда-то я вообще в шоке была просто. Думаю, но самое главное, что меня тяготило все эти дни, вот от той ситуации до вчерашней, то, что я не понимала вообще, что происходит. Как так, когда люди вокруг тебя все хорошие, и вдруг вот такое вот. Но вчера сложилась опять в третий раз такая же ситуация. У нас, как я уже сказала, трава в человеческий рост выросла, сухая, с прошлого года, вернее, она еще. То есть она пока по земле, там снежок когда-то еще был, там что-то она лежала, теперь она просто вот такие бодыляки торчат сухие из земли, высотой в человеческий рост, и оттуда летит все, ветер дует, и все летит мне в квартиру. Я уже сказала, что у меня есть определенные проблемы, у меня часто закладывает нос, видимо, это аллергическое, и мне, конечно, не нравится эта ситуация. Все отказались там убирать, и мне это просто надоело. Я вышла, взяла перчатки, и все-таки в душе, глубоко в душе надеюсь, что она не увидит, она будет где-нибудь сидеть у себя в доме. Вот. Но как только я вышла, она тут же выскочила. То есть она не была на улице, но она постоянно следит за нами. Она сидела и ждала. То есть она ждет, ждет крови, ждет борьбы, ждет ругани. Вот. Она следит за нами, как только мы ступим шаг на эту землю, которая не асфальтирована, как она считает. И она всегда кричит: «Это моя земля». Вот. Значит, что произошло вчера? То есть произошло, по сути, то же самое. Она перемахнула через забор, стала подбирать камни, на меня замахиваться. Вчера я уже, конечно, посмелее была, и я тоже ее послала убраться отсюда на свой участок, сказала, что отойди, у меня аллергия, я должна убрать эту засохшую траву. Но я понимала, что человека, ну, не понимает. Она смотрит в глаза тебе, а там, а там пустота. Ненависть, злоба и пустота. Вот. И тогда у нас были абсолютно другие планы вчера, и нам пришлось их все забыть. Это произошло в первой половине дня. И тогда я сыну сказала: все, вызывай полицию. Ну, так жить невозможно, надо ставить точку. Потому что третий раз, это происходит уже третий раз, вот это нападение ее. И как бы тратить свои нервы, подстраивать свою жизнь под вот это вот непонятно что, меня абсолютно не устраивает. У меня другие планы, мне есть чем заняться. И вообще я не собираюсь тратить свои нервы на непонятно какого-то человека неадекватного. И мы вызвали полицию. В общем, они даже не сразу поняли, в чем ситуация, потому что они нас стали спрашивать: а где, типа, сын сказал, что мама вышла оборвать вот эту сухую траву, сорняки, чтобы она не летела к нам в квартиру. А она, типа, выскочила и вот побежала, накинулась на нее. Вот, они даже не поняли с полицией, что это происходило все у нас под окнами. Они думали, что у меня, чтобы
не было аллергии, я подошла к ее участку, чтобы на ее участке сорвать. Мы сказали, не, у себя под окнами мы рвали траву, то есть она сюда прискакала. В общем, дальше, значит, через там часик, наверное, приехал полицейский один. Очень милый парень, молодой человек. То есть это человек, которым ты разговариваешь, ты понимаешь, что ты разговариваешь в первую очередь с человеком. Не с винтиком какой-то там структуры, госструктуры, а с человеком. Он тебя понимает. То есть мы ему объяснили, что вот так, так и так. Все объяснили. Показали видео, то, что она там всех оскорбляла, там маты и так далее. Вот, и сказали, что мы не понимаем вообще, в чем проблема. Мы стояли у себя под окнами. Он сказал, что сейчас я пойду к ней поговорю и потом вернусь к вам, что-то еще скажу. Так как это все напротив, мы открыли окно, нам было слышно. Я не понимала, что она говорила, так, частично. Но я видела лицо полицейского, и я сыну сразу сказала, я говорю, Никит, по лицу видно у него, по его эмоциям видно, что ему за нее стыдно. Это было лицо, ну, он тупил так взгляд немножко вниз, глаза опускал. То есть по лицу уже этого полицейского было видно, что что-то она говорит не то. В общем, когда он к нам вернулся, буквально через там 5 минут он к нам зашел обратно. И да, кстати, отступлю немножко, скажу, что я думала, что он там как-то будет проходить, там, не знаю, там сейчас в обуви пройдет, там сядет за стол, ему надо что-то написать. Вообще выглядело все. Он даже не стал заходить домой. Я ему сказала, проходите, он не стал. То есть он стоял за дверью. То есть это максимально не, как сказать, не давящая на тебя ситуация. То есть приехал человек, да, он в форме, но он с тобой разговаривает как человек, и он даже не заходит на твою территорию, даже в квартиру не заходит. Вот, в общем, первое, когда он вернулся от нее уже, что он нам сказал? В принципе, я все поняла, прям вообще, даже без перевода сына было все понятно. Он сказал, что, к сожалению, человек психически неуравновешенный, это соседка. Он говорит, вот я с вами говорю, вы меня понимаете, я это вижу, что вы понимаете, а она меня даже не слышит. Она заладила одно и то же. То есть у нее в голове какая-то картинка, которую она себе вбила, и она не слышит ничего, никого, но при этом она агрессивна. То есть он объяснил нам, что человек с неуравновешенной психикой, у нее проблемы с психикой. Что пока этот суд, апелляция это не закончится, суд уже закончился, апелляция это не закончится, действительно нельзя на эту землю ходить. Но он нам искренне сказал, что я видел, что там вы посадили 2 малины и розу, вот, там нужно их периодически поливать, поэтому ну, не обостряйте, просто вечером, когда темно, пройдите, полейте и все. Потому что по закону, да, пока нельзя. Я рада одному, что я все-таки эту траву успела оттуда выдергать вчера. Там теперь чистый участок с этими скандалами, с вызовом полицейских. Но хотя бы я успела убрать эту траву. Я делала масочку и все, в общем, там почистила. Вот, хотя бы мне уже это не давит и не мозолит глаза, этот пейзаж, заросший сорняками. Вот, в общем, он все объяснил, что человек не в себе, явно не хочет ничего слышать, она даже не понимает. Он говорит, я ей говорю одно, она не отвечает на мой вопрос, она просто вот долблонит одно и то же, одно и то же. Криминальцы, там, пятое, десятое. В общем, вчера я, конечно, выдохнула, потому что пазл сложился. То есть я поняла, что человек, ну, можно сказать, болен. Я не берусь ставить диагнозы, я не врач, не имею на это права, но судя по поведению и по тому, что говорят местные сербы, включая полицию и нашего застройщика, и соседей, что у нее не все в порядке с головой. Другое дело, что с одной стороны я выдохнула вчера, потому что пазл сложился, как я уже сказала, я поняла это, почему она себя так ведет. То есть нормальный человек не стал бы, даже если он судился бы, он не стал бы себя так вести. А с другой стороны, меня напрягло то, что человек не в адеквате и агрессивный. Что тоже как бы осознавать не очень приятно.
В общем, все успокоится тогда, когда закончатся эти сроки судов наконец-то, забор будет вот здесь поставлен. Я уверена, что закончится. Я вот думала об этом, думала, вдруг она будет все-таки ходить на нашу территорию там каким-то образом. Нет, она не совсем прям в таком неадеквате. Она понимает, что если опасно, надо бежать. То есть это она понимает. То есть когда к ней подошел наш сосед и забрал у нее лопату и перекинул ее туда, к ней на участок и сказала, что уходи отсюда. Вот. Она орала долго, еще громко, но она ушла. Вот. То есть она понимает слово «силы». К сожалению, по-нормальному она не понимает. Особенно она подумала, что если я плохо разговариваю по-сербски, то она имеет право кидаться на меня с лопатой, угрожать там камнями, кидать. Ну, типа, я стерплю. Что я скажу в ответ? Я же не знаю сербского языка. Но я же знаю хорошо русский язык. Понимаете? Поэтому вчера я тоже не сдерживала себя абсолютно и очень хорошо по-русски ей все объяснила, все, что хотела, включая такие слова, которые дают облегчение организму. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот. В общем, есть такой международный язык, который понимают все. Она прекрасно понимала, что я ее тоже послала на ее участок. Вот. В общем, мы не стали официально все-таки писать заявление, но из полиции этот молодой человек сказал, что вы посмотрите сейчас еще месяц-два, в течение месяца-двух, если еще раз повторится такая ситуация, то приходите и напишите заявление тогда. То есть этот вызов мы зафиксировали. Если будет повторение, значит, тогда придете и напишите. Ну, вот это видео тоже можете приложить. Кстати, у нас сказал и наш застройщик, что я буду свидетелем, потому что я знаю, что это уже не первый раз, и она на меня кидалась. И у нас сосед, который вот защитил меня, можно сказать, потому что я не знаю, как бы она себя повела, потому что я просто стояла и хлопала глазками в первый раз, в последний раз нет. И он тоже сказал сразу, мы ему не предлагали ничего, он сразу сказал, что я все видел, и если понадобится, если вы напишите заявление, я буду свидетелем. Сам предложил. Вот, в общем, вроде бы все, что я хотела рассказать. Теперь по ночам я выхожу, поливаю свои посадки 3 штучки. Вчера она снова, вот когда выскочила, она еще ударила по одному кашпо и рассыпала, роза вывалилась, я ее заново пересаживала. И поэтому я все вот эти 3 кашпо отнесла, поставила ко входу подъездному. Там у нас большое окно такое, достаточно красивое место, и еще нет никаких посадок, и поэтому там они очень красиво смотрятся, эти розы. Единственное, что мне не нравится, там недостаточно освещения. Здесь бы им было лучше, но с таким неадекватным человеком, который их просто может вообще разбить, уничтожить, лучше им там будет. Вот, в общем, все, эту ситуацию я рассказала. Я долго ее держала в себе, потому что я не понимала, что происходит. То есть у меня, я, как уже сказала, не складывался пазл, я не могла понять вообще, не срасталось. Ну, теперь понятно, что человек психически неуравновешенный. Считаю, когда все это закончится, мечты. Видите, какие мечты? Вот купи себе квартиру, блин, и потом мечтай, чтобы жить спокойно в этой квартире. Но, кстати говоря, наверное, сегодня ролик очень длинный, много я всего рассказываю, но я все-таки еще вкратце скажу. Нам, к сожалению, с соседями никогда не везло. Ни в России, ни вот в Сербии, как оказалось. В нашем доме прекрасные все люди, но вот эту историю я вам поведала. Это, по сути, соседка наша. Вот, в России нам тоже не везло с соседями. У нас было там раз, два, три, четыре квартиры разных, я имею в виду в разное время. То есть одну мы снимали, в одной я жила там с бывшим своим мужчиной, с сыном, все вместе жили. И 2 квартиры наших были. Одна моя и одна сына, которую мы продали. И в результате купили здесь квартиру. Так вот, ни в одной из этих квартир нам не везло с соседями. Везде были какие-то просто отморозки. В одной квартире по ночам бегала. Причем это новостройка была, хорошая. То есть люди там покупали квартиры. Это не то, что когда-то дали там алкоголикам каким-то. Нет, люди там покупали квартиры. И у нас соседи, молодая пара. В общем, они там по ночам бегали, кричали
жена его, не знаю, наверное, жена она ему была, убивают, помогите, грохот такой в квартире стоял. То есть вообще, что там происходило, я не знаю вообще. Причем этот дом, как я уже сказала, это новостройка, это была моя вот квартира там куплена в ипотеку. То есть там люди не то, что там пьяни какой-то давали квартиры бесплатно, а там люди покупали. Но, несмотря на это, у людей что-то с психикой не в порядке. У некоторых, конечно же, я не говорю за всех. В квартире, которая сына, там наверху жил над нами, жил представитель силовой структуры, не буду называть какой, в подполковник он был. Сразу скажу, выглядел отлично. В жизни не скажешь, что у него какие-то отклонения с психикой. Но он не был женат никогда, детей у него не было, но все равно у него были постоянно какие-то девчонки. То есть одна поживет у него там, не знаю, там с месяцок, другая поживет. Постоянно они менялись. И видимо, они просто понимали, что у него явно с головой что-то не то, и просто исчезали потом. То есть девушек было много, а жены не было никогда. И в чем неадекватность его была? То, что мы постоянно слышали, что у него были какие-то внезапные приступы ярости. То есть он начинал бить руками или ногами, не знаю, там по стенам, по стеклу. Однажды он выбил у себя окно, потом заделал там картонкой. Однажды разбил унитаз зачем-то. Вот, в общем, выносил его, выбрасывал, новый ставил. Все это сопровождалось криками, матами, то есть какие-то приступы агрессии у него были. Явно что-то с головой у него было не в порядке. Под нами, под этой квартирой, тоже жил нездоровый человек, именно психически. Там вообще, там даже в наш адрес была угроза. В общем, я даже не хочу все это вспоминать, вот честно. И не хочу даже рассказывать, вот просто чтобы вот не пачкаться об грязь, как говорится. 2 остальные квартиры я даже тоже рассказывать не буду, достаточно и этих 2 примеров. То есть нам всегда не везло с соседями. Но я знаю, что вот у меня у знакомой, которая тоже живет в Подмосковье, тоже с соседями там полный трэш. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, все ли у вас в порядке с соседями. Мне кажется, что, конечно же, есть люди-везунчики, у которых все хорошо с соседями, но, к сожалению, это массовое явление, когда соседи попадаются неадекватные. Вот, в общем, вот такую историю я вам сегодня рассказала. Я долго ее собиралась. Думаю, ну вообще рассказывать, не рассказывать, делиться, не делиться. То есть как бы это часть нашей жизни оказалась Сербия, но такая, как сказать, мне бы не хотелось ее как-то вообще озвучивать. То есть это немножко так коснуться чего-то нехорошего, да, и вот не хотелось этого касаться, но это наша жизнь. Поэтому я вам ее рассказала, поделилась с вами. И теперь я мечтаю, когда наконец-то закончатся все эти суды, и эта территория, там застройщик заасфальтирует, под нашими окнами будут расти, пока у меня все растет теперь в кашпо на моей террасе, то есть там все заставлено, к сожалению, места очень мало осталось, потому что саженцев я купила много, высадила только малинку и розу, а у меня там и черная смородина, и красная смородина, и ежевика, что у меня там еще? У меня даже виноград, 1 виноград. И, в общем, пока все это будет расти в кашпо, пока вся эта беда с этими судами не закончится, я смогу высадить все у себя там под окнами. В общем, я мечтаю об этом периоде. У нас есть большой такой пластиковый раскладной стол, мы его поставим там. Для всего нашего дома, естественно, сделаем либо беседку, может быть, мы скинемся с соседями, сделаем беседку, я посажу там виноград, он плетет его так, хорошо там будет тенечек, либо, может, зонтик купим, поставим. То есть, конечно же, я рассчитываю, что это будет такая зона отдыха, да, естественно, для нашего дома, для всех наших 16 квартир, вот, для всех наших замечательных соседей. И я хочу там рисовать. На улице лучше рисовать, чем дома в теплое время года. Я, в общем-то, даже планировала в этом году вынести туда свой мольберт и там рисовать, стоять. Но пока это откладывается.
Вот, в общем, ждем, мечтаем и надеемся, что все это уляжется и эта территория облагородится. А пока у меня и так есть чем заняться. Самое главное, что я эту траву уничтожила, которая мне очень сильно мешала. Всю эту грязь убрала, меня теперь не раздражает вот это вот. А, Кстати, забыла еще такой моментик маленький рассказать. Когда эта женщина стояла, я рвала эту траву, убирала сорняки. Там валялись какие-то пакеты. Причем я выхожу, на самом деле, уже не первый раз убираю. Там какие-то пакеты мусором наметает, какие-то бутылки. И кроме меня никто из дома не выходил, туда не убирал. Но это все у меня под окнами, это все мне мешает. Чисто визуально я не хочу наблюдать мусор, жить в мусоре. Но я такой человек, я не могу с этим мириться. Вот. И, то есть первый раз она не видела, как я убирала мусор. Вот. А в этот раз она вот увидела, что я траву собираю, значит, мусор собираю. И вот, ну, логически, чисто по-человечески. За что ты орешь? За то, что я навожу порядок? Ну, это жесть, вот просто. Но это объясняется одной простой причиной, которая выяснилась, что у нее нездоровая психика. Вот, и она стала кому-то звонить, хотела меня напугать, что она вызывает тоже полицию. Вот, и на громкую связь она поставила и говорит, что тут приехала из Руси, типа жить мне не дает. Говорит, это наша земля, а она ходит тут, ее спрашивают, я слышу, что ее спрашивают, а что она делает? Она говорит, она на этой территории стоит. Говорит, а что она делает? А, а она говорит, убирает, сорняки вырывает. То есть, ну вообще жесть просто какая-то. То есть человек жалуется на то, что я стою на не ее территории, ну пусть не своей территории, но я что делаю? Я убираю мусор и вырываю сорняки. И она стоит и кому-то на это жалуется. Вот, в общем, ситуация с одной стороны комичная, с другой стороны немножко трагичная. Самое большее меня сейчас беспокоит то, чтобы у человека совсем не съехала крыша, пока суд не закончится, и она реально ну, не нанесла какой-то физический вред. Вот это меня, конечно, беспокоит. Вот, надеюсь, этого не будет. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пишите, пожалуйста, про ваших соседей. С удовольствием почитаю. Всем пока! Вот так теперь выглядит моя лоджия. В общем, это, конечно, супер. Все в растениях. Но я вдруг поняла, что мне теперь негде белье сушить. Зато растения спасены. Опа. Пришел мой котейка домой.